Холестерин представляет собой ключевой компонент липидов, поступающих в человеческий организм как экзогенным, так и эндогенным путем, и он значительно влияет на обмен веществ. Эта связь между холестерином и обменными процессами становится особенно актуальной в контексте различных патологий, таких как диабет. Кроме того, липиды ассоциируются с разнообразными заболеваниями, включая атеросклероз и ожирение, что может привести к сердечно-сосудистым патологиям и другим серьезным осложнениям. Данные факторы подчеркивают важность изучения и понимания липидного обмена. Нарушение процессов расщепления и всасывания липидов может привести к синдрому малабсорбции, что, в свою очередь, вызывает липидное голодание, имеющее свои негативные последствия для здоровья. Таким образом, необходимо уделять внимание нормализации этих процессов. Кетоз, как важный метаболический процесс, возрастает при углеводном голодании, однако его уровень не достигает тех значений, которые наблюдаются при сахарном диабете. Это различие является важным аспектом, который стоит учитывать в клиническом контексте. Эссенциальные жирные кислоты и их источники играют важную роль в метаболизме человека. Нехватка полиненасыщенных жирных кислот может привести к серьезным заболеваниям и нарушению функции организма, что подчеркивает необходимость их регулярного поступления с пищей. Важным аспектом обмена липидов является влияние желчи на их расщепление. Эмульгация жиров с желчными кислотами оказывается необходимой для нормального переваривания и усвоения липид в организме, поскольку она способствует образованию более мелких капель жира. Хиломикроны, формируемые из триглицеридов и других жиров, которые проникают в кровь, играют важную роль в транспортировке экзогенных жиров в организме. Эти молекулы обеспечивают эффективное распределение жировых компонентов по клеткам организма. Феномен просветления плазмы крови, ассоциированный с высоким содержанием хиломикронов после употребления жирной пищи, проявляется примерно через 4-6 часов после еды. Это явление важно для понимания динамики липидного обмена после пищевого поступления. Печень занимает центральную роль в метаболизме липидов, участвуя в процессах, таких как бета-окисление и кетообразование. Эти процессы оказываются необходимыми для поддержания энергетического обмена в организме и регулирования уровня липидов в крови. Образование эндогенного жира происходит в печени и связано с липопротеинами очень низкой плотности, которые необходимы для транспортировки жиров. Это подчеркивает важность печени как регулятора липидного обмена. При сахарном диабете наблюдается нарушение обмена веществ, включая обмен липидов, что приводит к увеличению уровня холестерина и образованию камней в желчном пузыре. Эти изменения требуют пристального внимания со стороны медицинских специалистов. Избыточное образование кетоновых тел может привести к развитию кетоацидотической комы, особенно у пациентов с диабетом, в случае, если заболевание остается неконтролируемым. Это состояние требует экстренной медицинской помощи. Основная причина обезвоживания у пациентов с диабетом заключается в глюкозурии, которая вызывает потерю воды в организме из-за активного выведения глюкозы. Это значительно ухудшает общее состояние пациента и приводит к серьезным осложнениям. Липопротеины играют ключевую роль в транспортировке липидов в крови, что напрямую влияет на обмен веществ. Различные типы липопротеинов обладают уникальными функциями и плотностями, что расширяет наше понимание липидного метаболизма. Хиломикроны, состоящие из значительного количества липидов, представляют собой важную часть механизма транспортировки жиров в организме. Они могут содержать до 98% липидов, что делает их критически важными для метаболизма. Апопротеины, такие как B48 и B100, играют ключевую роль в транспортировке холестерина и его метаболизме в печени. Эти молекулы обеспечивают правильное усвоение липидов клетками, что важно для поддержания гомеостаза. Липопротеины высокой плотности обладают антиатерогенными свойствами, способствуя удалению избытка холестерина из организма. Это становится важным аспектом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поддержания здоровья сосудов. Холестерин выполняет множество жизненно важных функций, включая участие в образовании клеточных мембран и стероидных гормонов. Однако его избыток может привести к негативным последствиям для здоровья, что требует внимания к уровню этого липида. Пенистые клетки, формирующиеся при накоплении холестерина, запускают воспалительные процессы. Это состояние связано с развитием атеросклероза и ухудшением состояния сосудов, что является серьезной проблемой со здоровьем. Статины служат для снижения уровня холестерина и ингибирования фермента МЦА-редуктазы.
Эти препараты помогают пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако они могут вызывать некоторые побочные эффекты, что требует внимания со стороны врачей. Уровень триглицеридов также является важным показателем для оценки риска атеросклероза. Высокий уровень триглицеридов может способствовать образованию жировых отложений в печени, что ухудшает состояние здоровья. Опасным видом гиполипопротеинемии является дефицит липопротеина высокой плотности, который ассоциируется с повышенным риском развития атеросклероза. Этот дефицит требует особого внимания и соответствующего лечения. Существует 5 классов врожденных гиперлипопротеинолей, которые классифицируются по таким критериям, как типы и функциональные характеристики. Каждый класс имеет свои особенности, а также потенциальные риски для здоровья. Гиперхиломикронемия приводит к накоплению хиломикронов в крови, что может вызвать серьезные проблемы с внутренними органами. Это состояние требует постоянного мониторинга и активного лечебного вмешательства. Атеросклероз может вызывать полную обтурацию сосудов, что приводит к уменьшению притока крови и развитию ишемии. Это состояние представляет собой серьезную угрозу для здоровья пациента. Разрыв атеросклеротических бляшек может спровоцировать образование тромба, что в свою очередь приводит к острому ишемическому синдрому и различным клиническим проявлениям, зависящим от пораженного органа. Это усложняет диагностику и лечение пациентов. Атеросклероз затрагивает различные сосуды, включая коронарные и мозговые, что может привести к инфарктам и другим серьезным состояниям. Симптомы зависят от степени ишемии и локализации поражения, что требует индивидуального подхода к каждому пациенту.